Всем привет! Вот эта орхидея мной сегодня была сюда принесена не ради красивой картинки. Цветение, конечно, этой орхидеи каждый год просто обворожительно заворожительное. Она очень красиво цветет, множественные цветоносы. Вы тут видите, да, в плоскость расположить все цветы в этом году просто невозможно. Она очень красиво выглядит. Но есть некоторые проявления на этой орхидее, которые я вчера увидела ровно на ночь, как обычно это бывает при вечернем обходе моих растений. Я обнаружила не совсем хорошую картину на стволе этой орхидеи. Вначале пойдемте я вам покажу, где она растет. Растет она постоянно, у нее постоянное место, это полочка трек, который располагается на расстоянии где-то 50 сантиметров над полом. Вот ее постоянное место. Рядышком растут орхидеи. Вот, очень красивое цветение в этом году. Два цветоноса, но я их так подвязала, вы знаете, они какие-то были очень-очень мягенькими, и я их прям зафиксировала плотно-плотно. Обычно я делаю на этой орхидее очень красивые каскады. Ну ладно, сегодня не об этом. Растет она именно здесь. Что послужило причиной именно тех проявлений, о которых мы вместе сегодня с вами будем рассуждать, наблюдать и действовать, для меня непонятно. Пойдемте посмотрим, что происходит. Вот ее большая листовая розетка. Поворачиваю к вам именно проблемным местом. В середине ствола этой орхидеи выжелтевает лист. Я достаточно часто сталкивалась с такой проблемой на растениях, и, как правило, тревогу, вот когда я вижу такие проявления, я не бью. Но характер проявлений должен быть соответствующим. Не должно быть на шее растения никаких отеков, мокнущих частей, потому что здесь нужно дифференцировать бактериальную инфекцию с какими-либо просто физиологическими процессами, бактериальная либо грибковая инфекция, либо действительно физиологические процессы, которые произошли в середине ствола орхидеи, и на орхидее выжелтевает прямо в середине ствола лист. У меня было несколько таких проявлений, правда, в жаркое время года, именно этого жаркого лета, на некоторых орхидеях. Сейчас все у них стабильно и нормально. Сейчас достаточно прохладное содержание в зимнем саду растений. В принципе, температура не повышается выше 23 градусов, но в зимнее время может опуститься до плюс 18. И вот таким образом стал выжелтевать лист. Что я сделала вчера вечером, чтобы мне понять, какова первопричина вот таких вот проявлений на листике растения. Лист начал выжелтевать весь полностью сразу, практически сразу. Не было такого, чтобы, например, желтение начиналось от основания и двигалось к краю листа. Не было такого, чтобы желтение начиналось с края листа и двигалось к основанию растения. Нет, одномоментно, быстро выжелтевание листа, причем по всей поверхности. Вот единственное, что, вот посмотрите, там, где соприкасается этот листик со стволом орхидеи, здесь очень хорошо видно, здесь еще есть достаточно зеленого покрытия. То есть вот это вот отмирание листа, оно еще до уровня крепления не дошло. Я вот так вчера разорвала этот лист для того, чтобы просто обследовать, что происходит и нужно ли быстро действовать. В ситуации, которую я увидела, она меня успокоила. Сейчас я объясню вам почему. Смотрите. Здесь очень хорошо, отчетливо видно. В уровне ствола орхидеи закукленные корни. Те корни, которые не смогли в свое время пробить ствол этой орхидеи. Видите? Вот такие закукленные корни с одной стороны. Очень хорошо видно вам. Вот видите? Темнота есть, но эта темнота, скорее, она вот сосредотачивается здесь, именно в этой области, без проникновения в сердцевину ствола. Смотрим с другой стороны. Видно, да, что закуклены корешочки. Смотрим с другой стороны, та же самая картина, видите?
Поэтому сейчас иногда как я поступаю в этом случае. Если меня не пугают именно те проявления, которые я вижу на стволе орхидеи, в плане неактивного темнения определенной части на стволе под этим листиком, то тогда я просто делаю следующее. Развожу лист в стороны вот так и даю ему физиологически на растении высохнуть. Вот так. Разведя лист в сторону, ну, как правило, потом они начинают активно сохнуть, эти листики, и я их просто чисто механически срываю. Сейчас я хочу, конечно, именно на этой орхидее снять, насколько у меня получится. Там какой-то остаток листика остался, пусть будет. Я потом его, когда он подсохнет, пинцетом оттуда извлеку. Вот посмотрите, вот он, тот корень, который в свое время не смог пробиться. Там активной черноты, разрастающейся в глубину ствола орхидеи, нет совершенно. Видите? Только закукленные корни. Давайте снимем лист с другой стороны. И вот так именно, как сегодня я поступаю, я тоже так поступаю. Все зависит от того, что я вижу на стволе растения в момент обследования. Так, аккуратненько снимаю листик. Остаток там есть, он там сердцевинки пинцетом потом тоже достану. Ну вот посмотрим, давайте. Тоже темненькое такое, темненькое место, где должны были хорошо расти корни. Но вот понимаете, вот такое иногда происходит. Как правило, вот такие проявления после снятия листа достаточно прикрыть фунгицидами широкого спектра воздействия, и все. И все будет хорошо на орхидее. Когда я не снимаю листочки, а только развожу их в разные стороны, и если мне позволяет действительно ситуация, иногда даже я фунгициды не применяю, если я вижу, что там действительно все хорошо. И те корни, которые не пробили в свое время достаточно плотно окутываемый лист на стволе этой орхидеи, там иногда бывает достаточно просто развести лист в стороны и, когда он высыхает, открепить его от ствола. Здесь сейчас я покрою это место фунгицидом. Долго решала, каким фунгицидом мне тут все это прикрыть и закрыть. Можно для перестраховки взять, например, тот же самый топсин. Топсин у меня есть, можно здесь покрыть точечно неразбавленным препаратом топсин. Можно взять для профилактики, как правило, я именно вот при таких проявлениях на шейке растения, именно при таких, я использую обыкновенный фитолавин, который не имеет широкий спектр воздействия, у него свойства скорее профилактические и слаболечащие. Но, как правило, фитолавин тоже вот в этой ситуации хорошо работает. То есть важно заметить, обобщая, снимаете лист и смотрите, нет ли отека тканей, мокрых тканей, нет ли изменения цвета под снятым листиком. Я возьму препарат фитолавин. Топсин не буду брать, хотя я его тоже подготовила. То, что я увидела, я считаю возможным покрыть именно фитолавинчиком. А вот если у вас такой общий объем препарата, вот такой пузыречек большой, ни в коем случае туда кисточками не лезьте. Препарат очень чувствителен к проникновению внутрь грязных там кисточек, каких-то шпателей, палочек и так далее. Туда не нужно лезть. Отлейте немножко в крышку, вот как я это сделала сейчас, и просто кисточкой покройте место съема листика. А еще я вам могу сказать, почему такое тоже происходит при определенном расположении цветоноса на орхидеях. Вот посмотрите, насколько плотно цветонос давит на ствол растения, именно вот этот цветонос. И он давил, конечно, на листик. Вот, поэтому обращайте на это внимание. Иногда плотность нахождения цветоноса в определенном месте ствола дает тоже такие проявления. Обращайте на это внимание. Я покрываю те места, которые имеют
проявления закукленных корней, не появившихся на растении в свое время. Вот видите, уже даже верхний уровень корней появился, а здесь корни не появились. Вот, и они, если не снять своевременно лист, бывает даже такое, что без видимых проявлений желтения листа, под которым находятся закукленные корни, они начинают, вот эти корни закукленные, там внутри гнить. И все. И, как правило, вот это уже, как я скажу, поздно. Орхидея не проявила на себе ничего, никакой опасности, да, и опасность, собственно, мы вместе с вами и не заметили. И получается так, что упущено время, потом начинаем снимать много листьев, чистить, мазать, ковырять и так далее. Поэтому я все-таки, знаете, очень часто наблюдаю за своими растениями, у меня есть определенное время, которое я посвящаю своим орхидеям, осматривая их внешне, наблюдая за ними, что и как происходит, чтобы, если что, вовремя среагировать. Когда вы видите такие проявления на орхидее, выжелтевание листа, самое главное, не паникуйте. Посмотрите, сделайте выводы, определите, почему такое могло произойти, и потом действуйте. Паника в нашем случае очень плохой союзник. Давайте прям залезу в недры растения. Видите, закукленные корни, как правило, очень часто, в процентах в 70, такие корешочки раскукливаются и начинают дальше расти. И вот с этой стороны я вам покажу. Там то же самое. Вот смотрите, только закукленные корни. Девчонки, вот не зря показываю. Вы должны понимать, как дифференцировать глубокую гниль ствола, отличить ее от вот таких проявлений. Как правило, они поверхностные, на поверхности деформация, изменения ткани ствола у растения в таких случаях не бывает. В принципе, все возможно заблокировать на начальном уровне. Я очень хорошо все промазала, у меня вода, это не вода, а препарат, жидкая форма, протекла даже в нижней пазухе, вот туда, видите, она там немножко стоит. Сейчас пройдет полчаса, и все лишнее, что останется в нижних пазухах, в пазухе, которую я обрабатывала, я уберу бумажной салфеткой. Ну и чтобы не быть голословной, это мой дичайший дикий кот. Орхидея очень красивая, мощная. И вот, пожалуйста, я вам сейчас покажу. Видите, сохранен нижний листик. Вот он здесь очень хороший. Получается, в летнее время, в середине ствола этой орхидеи, вот он, следующий листик. То есть достаточно, наверное, сантиметров 5 между нижним листом и последующим листом. Здесь эта орхидея в летнее время скинула 2 листа, причем в один бок. Конечно, я это все видела. Я сняла 2 листа, развела их в разные стороны, посмотрела, что было причиной таких проявлений выжелтевания листьев на стволе у моего кота. И потом я определила, что там тоже были. Вот он, закукленный корешок, вот он выглядывает. Он не мог плотно покрытый лист пробить. И еще там некоторые корни, там у кота особенность крепления листьев, и у него особенность появления множественных корней из пазух. Вот, в жаркое время закукленные корни, ну вот состояние растения, видно, такое нестабильное, дало именно такие проявления. С этой стороны листики сохранены у моего дикого кота, а с этой стороны 2 листа я убрала. Ничего страшного, все нормально, обработала фитолавином, живем, растем. И вот еще одна красавица, которая в этот раз обалденно цветет. Это первое объемное домашнее цветение. Так-то она у меня часто цвела, но не объемно. В этот раз хорошая пересадка, которая пошла только на пользу этой орхидеи. Вот, пожалуйста. Смотрите, то же самое. В жаркое время у меня солнышко, получается, вот сюда выходит. Это западная сторона. И достаточно сильно прогревает эту сторону моей полки трек. И так получилось, что на орхидейку, вот сюда, в середину стволика, попадали активные солнечные лучи. Орхидея дала следующее проявление. Вот посмотрите, сейчас вы видите
что на стволе этой орхидейки вот эта сторона листьев, она полностью сохранена. Все очень хорошо, все замечательно. А вот на этой стороне, видите, этот листик буквально отмирать стал недавно. Вот он, это стареющий листочек, буквально двухнедельный. Вот здесь, на этой части стволика, орхидея прям в середине. У нее, вот смотрите, был вот этот зеленый лист летом. Над ним был хороший листик, еще один. И прям в середине ствола, вот в этом уровне, у нее стал выжелтевать лист. Когда я это увидела, я действовала именно так, как вы сейчас видели на моей той орхидейке. Я развела в разные стороны и поняла, что вот здесь корешочек, который вышел из ствола этой орхидеи, он не смог пробить лист плотно, оплетающий ствол растения, он стал вниз туда уходить, вниз-вниз. Видите, куда пополз? Вот я сейчас прям даже немножко отколупаю. Листочки, остатки я еще не снимала, вот равно так, как и на той сейчас моей орхидейке. Вот видите, он стал туда уходить, этот корешок, искать выход для себя любимого. И поэтому лист стал желтеть. Я его развела в разные стороны, удалила по возможности все, что было можно, оставила вот такой вот зелененький остаток от листа, и потом он, когда высох, вот как сейчас, да, его можно просто спокойно, аккуратненько, без лишних повреждений на стволе убрать. Вот на этой орхидее такая же была история. Поэтому все, что показывается на канале, не на пустом месте. Девчонки, я вам всегда проговорю, расскажу, поясню свою точку зрения, расскажу, что нужно делать в определенной ситуации. Желаю вам всем разумного подхода, грамотных решений, здоровья, благополучия, всего вам самого-самого наидобрейшего. Ну, лучи она у меня в этом году выдала. Лучи из цветоносов. Посмотрите, какая, красавица. Я, конечно, немножко, знаете, так вот, когда видишь такие проявления, немножко я подиспугалась, но потом включила, знаете, как говорят, горячее сердце, холодную голову и сделала все, что необходимо. Всем пока-пока, до новых встреч!